Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание праздничному столу на 2022 год при встрече Нового года. И поговорим о том, что должно быть на вашем столе, чтобы привлечь к себе положительные энергии, чтобы привлечь счастье, изобилие, достаток в новом 2022 году. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, когда заканчивается старый год, начинает возникать много вопросов в нашей голове. Как же правильно встретить новый 2022 год? Что же должно быть на столе? На что стоит обратить особое внимание для того, чтобы привлечь положительные изменения в свою жизнь в следующем году? И что нужно сделать, чтобы не навредить себе и притянув негатив, который будет присутствовать в вашей жизни на протяжении всего следующего года. Ведь недаром говорят, что как Новый год встретишь, так следующий и проведешь. Но ни один Новый год не обходится без праздничного стола. А чтобы накрыть его и привлечь в дом потоки положительных энергий, нужно серьезному к этому отнестись и обязательно изучить этот вопрос. Итак, как вы, наверное, уже знаете, 2022 год, следующий год, это год тигра. А так как тигр у нас с вами хищное животное, основной его рацион составляет мясо. Но также он питается и растительной пищей, ягодой, травой, орехами. Летом в рацион входят и фрукты. Время от времени они питаются непривычной для их рациона пищей, такие как зайцы и даже рыба. Поэтому, когда вы будете составлять меню для Нового года, учтите, пожалуйста, все пожелания покровителя 2022 года, о котором мы с вами более подробно поговорим в этом видео. Чем больше мясных блюд будет на столе, тем благополучнее будет следующий год. Но главным блюдом должен быть обязательно большой кусок запеченного мяса. Это может быть запеченная баранина, свинина или обязательно целая запеченная утка или курица. Также можете приготовить и закуски из мяса. Лучше, если они будут порционные, так как тигр не любит делиться. Мясная нарезка с буженины, колбасы, балыка также должна быть на вашем праздничном столе. Сырная нарезка также может быть на столе, но она должна быть либо соусом из орехов, либо чередоваться с каким-нибудь фруктом. Например, это может быть банан или киви. Блюда на столе обязательно должны быть аппетитными и красивыми, так как тигр – это очень красивое и грациозное животное, поэтому и ваш стол должен ему подстать. В этом году отдайте предпочтение салатам с большим количеством зелени, миксом разнообразных салатных листьев, например, греческий салат, салат по-грузински с заправкой из орехов, салат «Цезарь», салат из курицы с ананасами и так далее. Вы можете проявить фантазию и создать что-то свое. Это поможет привлечь к вам больше положительных энергий. Ведь когда вы что-то создаете, вы всегда вкладываете в это свою душу. Рыба также должна быть на столе, но ее должно быть немного, так как тигр хоть и кот, но ест рыбу только для разнообразия. И большим любителям назвать все-таки его трудно. Также должна быть обязательно и запеченная рыба, такая как форель, семга или скумбрия. Не стоит ни в коем случае и забывать о десертах. Для этого подойдет тарелка со всевозможными фруктами, а также фруктовые тортики.
Не забывайте поставить на стол фруктовницу с традиционным символом Нового года – мандаринами. Они должны быть без повреждений и пятен на кожуре. Из напитков на столе должен обязательно быть сок или компот. Хорошо, если это напитки будут разнообразными. Газированных напитков не должно быть на столе, так как шипение издают тигры во время того, как им угрожает опасность. Поэтому, чтобы не отпугнуть его от вашего дома, обойдитесь без газировки. С алкоголем также не нужно экспериментировать. На столе должно быть шампанское и такой благородный напиток, как коньяк. Не стоит употреблять много алкоголя в новогоднюю ночь, ведь этим вы привлечете к себе потоки негативных энергий, которые принесут вам в следующем году много неприятностей и неудач. Нужно ли вам это? Вряд ли. На столе не должно быть говяжьего мяса, так как есть легенда, что однажды было объявлено соревнование между животными, и в этом соревновании было только 12 мест. Некоторые животные разделили между собой места, так как им было не принципиально, на каком месте они будут. Главное быть в этом списке. А вот бык с тигром не могли найти компромисс и поделить между собой второе и третье место. Они толкались, так как никто не хотел уступить место. Бык толкнул тигра, и тот, оступившись, упал. Бык занял второе место, а тигру пришлось занять оставшееся. С тех пор они постоянно соперничали между собой. Поэтому, чтобы не злить тигра, не ставьте на стол блюда из говяжьего мяса. Создайте необыкновенный праздничный стол. Приложите для этого максимум усилий, ведь то, что вы притянете в следующем году, зависит в данном случае только от вас самих. Если вы хорошо постараетесь, тигр обязательно оценит ваши старания и непременно в следующем году ваша жизнь заиграет новыми яркими цветными красками. В вашей жизни будут присутствовать положительные энергии и делать удачнее, благополучнее и счастливее. Получайте удовольствие от того, что вы будете готовить, и когда вы будете накрывать на стол, важно делать это в хорошем настроении и с положительными эмоциями. В этот период мечтайте и думайте только о хорошем. Этим вы наделите ваши блюда положительной энергетикой и обязательно увеличите эти потоки в новогоднюю ночь. Придерживаясь этих простых советов, вы непременно встретите 2022 год счастливыми и запоминающимся в 2022 году. Обязательно пригласите за праздничный стол тех людей, которых вы любите, которых вы цените, с которыми вы хотите быть и надеетесь разделять и радость, и горе, и печали. Также постарайтесь в новогоднюю ночь обязательно загадать самое сокровенное желание. То желание, которое поможет вам привлечь новые успехи, новые удачи. Обязательно ставьте перед собой и задачи, которые помогут вам привлечь новые финансовые успехи, новые прибыли, доходы. Если вы не знаете, чем заниматься в 2022 году, разрешите Вселенной помочь вам. Но обязательно попросите Вселенную об этом. Если вы не будете просить, если вы не будете говорить, то, к сожалению, в вашей жизни ничего не изменится. Потому что, как мы уже неоднократно говорили, Вселенная не всегда понимает, что мы с вами хотим. Самый простой пример, когда мы говорим о том, что мы хотим иметь, например, телефон, и не говоря, какой модели, сколько гигабайт должно быть, да, там много-много моментов, какого цвета. Вселенная, как правило, издевается над нами и посылает нам не то, что мы хотели. Поэтому обязательно в новогоднюю ночь напишите то, что вам действительно важно и нужно. Если вы мечтаете иметь малыша, обязательно пропишите это в своих желаниях. Не обязательно писать сочинение на свободную тему, но хотя бы тезисно то, что вы хотите.
Возможно, вы хотите поехать отдохнуть, и вы устали от той жизни, которая вас окружает. Пропишите, вы откройте интернет, посмотрите, куда бы вы хотели действительно полететь, как вы хотели бы отдохнуть, с кем. И вы знаете, волшебная ночь, она на то и новогодняя волшебная ночь, когда исполняются действительно наши желания. Главное запустить во Вселенную те или иные посылы. Друзья, мы всех поздравляем с наступающим новым 2022 годом. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, чудесно, великолепно и волшебно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся с вами уже в следующем видео.